Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим лечение родильного пореза у коров. Родильный порез вызывается острым нарушением минерального обмена и характеризуется падением концентрации кальция в крови, мышечной слабостью и параличами. Как правило, болеют высокопродуктивные коровы на 6-10 году жизни после 4-8 стельности. Болезнь проявляется через 24-72 часа после отела. Симптомокомплекс родильного пореза настолько типичен, что его легко определить и исключить несколько сходные с ним болезни, такие как септический метрит, мастит, кетоз, послеродовое и дородовое залеживание. В принципе, у опытного ветврача диагностика послеродового пореза не вызывает особых затруднений. При родильном порезе больше вопросов к патогенезу заболевания, ведь существует более чем 30 теорий возникновения пореза. Конечно, лучше всего не допускать возникновения родильного пореза, для чего следует вовремя проводить профилактические мероприятия по его недопущению. И в основном они касаются регуляции кальций-фосфорного обмена. Но, увы, не всегда в силу разных причин это получается сделать. И тогда надо в пожарном порядке заниматься его лечением. В наше время выработано множество методов лечения родильного пореза коров. Максимальный эффект показывают технологии, предполагающие стимуляцию нервных окончаний, находящихся в паренхиматозной ткани вымени коров. Наиболее распространенная методика лечения родильного пореза по методу Шмидта при помощи аппарата Эверса. Для этого корову кладут на бок, обмывают вымя, дезинфицируют соски, выдавливают остатки жидкости из молочной железы коровы, аккуратно вставляют катетер в сосковый канал, медленно наполняют воздухом сначала 1/4 вымени, потом, как только появился тимпанический звук, вытаскивают катетер и делают массаж соска, стимулируя тем самым сфинктер. Можно ненадолго, до 2 часов, наложить на соски коровы жгут. Потом накачивают воздухом остальные четверти. Запускают в воздух первую четверть, можно также и во вторую, ведь молочная железа увеличилась после того, как расправилась паренхима, а часть воздуха могла выйти наружу. Нередко аппарат Эверса становится настоящим спасением, прежде чем появится возможность оказать другую помощь. После проведения процедуры корова чувствует себя лучше уже спустя несколько часов, при условии, что все действия были выполнены правильно. Если облегчение не наступило, через 8 часов процесс повторяют. Суть метода в том, что кровеносные сосуды в молочных железах блокируются, кровь течет к органам, которые в данный момент ослаблены. Если аппарат отсутствует, то можно использовать простой насос. Если улучшения незаметны и родильный порез по-прежнему проявляется, всю процедуру проделывают еще раз спустя 6-8 часов. Чтобы в ходе устранения родильного пореза не занести в вымя корове инфекцию, шланг затыкают ватным фильтром. Воздух закачивают медленно, следя за звуком вымени. Он показывает, насколько четверть наполнена. При недостатке воздуха молочная железа будет вялый, звук при постукивании глухим, а терапевтический эффект не будет достигнут. Перекачивание вымени кислородом также опасно. Паренхима может лопнуть. Воздух попадет в подкожное и межтканевое пространство. Это сопровождается таким шелестящим крепетирующими звуками. И после излечения родильного пореза корова будет давать мало молока. При проведении лечения родильного пореза при помощи аппарата Эверса необходимо ввести внутривенно 200 мл глюкозы 40% и 200 мл 10% хлористого кальция. Если состояние коровы угнетено, то необходимо внутривенное введение дополнить 25-30 мл 20% кофеина бензоата. Вводить хлористый кальций нужно очень осторожно. Если он попадет не в вену, а под кожу, то может вызвать омертвление ткани. И это место будет потом выгнивать несколько недель. У хлористого кальция есть безопасный аналог – бороглюконат кальция. Но действует он чуть слабее. Во время лечения корову надо укрыть. Устранить всевозможные сквозняки. Очень полезно растирать соломенным жгутом кожу коровы, обработанную камфорным маслом, и затем укрыть животные попоной. Если лечение пореза происходит в частном секторе, то, как правило, все эти манипуляции занимают около часа. После чего, как правило, хозяин приглашает доктора в дом на чашку чая. Пока руки помыли, чай попили, то тоже проходит где-то около часа.
Потом выходит посмотреть на корову, что там с ней. Это в том случае, если хозяйка не курсирует каждые 5 минут в коровник, чтобы наглядывать за коровой. В очень многих случаях за это время корова уже стоит. Авторитет доктора взлетает до небес. Если при родильном порезе все делать вовремя и правильно, то прогноз болезни благоприятный. Риск смерти коровы снижается до 5%. Однако, если не предпринять меры, то животное может погибнуть спустя сутки, максимум 3. Лично мне повезло, у меня никогда не было смертельных случаев при лечении родильного пореза. Если корове была оказана помощь в первые сутки, то она встанет на ноги очень быстро, от получаса или через несколько часов после активных манипуляций. Вот и все самое основное, что надо знать при лечении родильного пореза коровы. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!